Приветствую всех зрителей канала «В путь-дорогу». Меня зовут Валерий, и я приехал в Богородск, чтобы рассказать вам об этом незаурядном городе кожевенников и купцов. За посещение города Богородск надо сказать спасибо моему подписчику, который посоветовал этот город для осмотра. Пока предлагаю посмотреть город моими глазами. А если понравится, приезжайте сюда сами. Город Богородск расположен в 28 километрах к юго-западу от Нижнего Новгорода, на автомобильной дороге, связывающей областной центр и город Муром. Город небольшой, в нем проживает не более 30 тысяч человек. Является районным центром. Статус города село получило в 1923 году. До этого оно именовалось Богородское. Для поездок из Нижнего Новгорода в Богородск летом я бы исключил 2 дня в неделю – пятницу и воскресенье, ввиду высокой загруженности дороги. Не портите себе настроение. Начать наше с вами знакомство с городом предлагаю с центральной улицы Ленина. Раньше она называлась Александровская. Это участок бывшей дороги, связывающей Нижний Новгород и Москву. Как раз через село Богородское, город Павлово и Муром она пролегала. Так что будем идти осматривать красивые особняки, которые остались от прежнего села. И я вам буду рассказывать историю. Датой начала истории села Богородского считается 1570 год. Существует предание о высылке в этом году в Нижегородские земли Иваном IV Грозным жителей Великого Новгорода, которых он перед этим разгромил. Их часть и основала село, получившее первое название – Подолец. Новгородскую версию разработал и отстаивал богородский краевед Шеломаев. Чувствуете размах? У крестьянина такая усадьба. Последнее название село получило по одноименной церкви, стоящей по дороге на Москву, на берегу Кабацкого болота, которое в то время проходило через эту местность. Один из доказательств новгородского следа в истории Богородского приводится то, что в нем, как и в Великом Новгороде, улицы первоначально именовались концами. Был Гончарный, Удалой и даже Адский конец. Исторических домов сохранилось очень много на улице Ленина. Если вы любите русскую архитектуру XIX века, вы здесь сможете разгуляться. Сохранены, как вы видите, не только старинные дома, но и связывающие их арки. Эти же новгородцы стали зачинателями в XVI веке кожевенной промышленности в селе. Из исторических документов известно, что уже в 1614 году в Богородске существовали кожевенные заводы. Технологии древних промыслов в Богородском, кожевенного и горшечного, говорят о занесении их из Новгорода. В 1614 году село было отдано царем в вотчину Кузьме Минину за его деятельность по освобождению Москвы от поляков. Рассказывают, что он приглашал вдов и коллег, получивших увечья в Нижегородском ополчении, селиться в своей вотчине и жить, не уплачивая налогов. Сын Минина умер, не оставив наследников, и село сначала было передано князьям Черкасским, а затем Шереметьевым. Князь Шереметьев, понимая, что скудная богородская земля не приносит больших урожаев, что не позволяло ему зарабатывать деньги, собирая налоги, придал новый толчок развитию промыслов и привел на новый уровень кожевенное производство в Богородском, просто чтобы банально больше зарабатывать. Это было такое село, где крестьянин Каплин Тезиков, рукавичных дел мастер, самостоятельно выучил русский, французский языки и астрономию, изучал звездное небо в телескоп, присланный ему из Франции. 2 его книги по астрономии изданы в Франции. Правда, они до сих пор не переведены на русский. Вот в этом доме, напротив меня, желтого цвета, до революции находилась булочная. Хозяин этой булочной был настолько порядочным человеком, что считал неприемлемым для себя продавать вчерашний хлеб. Он его раздавал даром.
всем нуждающимся. Они приходили, брали свою буханку и бежали вот в то здание подальше. Там была торговля продуктами питания, и каждый день открывали новые банки с икрой. И верхний слой, который был под пергаментной бумагой, заветриванный, снимали и также раздавали бесплатно. Поэтому у бедняков всегда был хлеб и красная икра. Село для России было необычным. Шведский студент Густав Эрик Эрстрём, рожденный на территории российской в тот момент Финляндии и направленный для изучения русского языка в Москву, был после захвата последней в 1812 году Наполеоном эвакуирован в Нижний Новгород. Перемещаясь от Москвы до Нижнего, он вел дневник. Вот выдержки оттуда о селе Богородское. «Я в самой большой из увиденных мной деревень. Я бы ни за что не поверил, что оказался в деревне, если бы все вокруг не уверяли меня в этом». Вот в этом здании располагалась бакалея, где раздавали икру. Хозяин его, Голохвастиков, смог пожить всего лишь 15 лет до революции. После нее здание реквизировали. До революции село Богородское по российским меркам было огромным. В нем на момент Октябрьского переворота проживало 25 тысяч человек, немногим менее, чем сейчас. В 1895 году только кожевенных заводов в городе насчитывалось 119. Село было зажиточным, люди были непростыми, знали себе цену. Владимиру Ленину принадлежат следующие слова. «Богородские жители нисколько не похожи на обыкновенных серых мужиков. Это мещане-ремесленники. Народ смышленый, бывалый, презирающий крестьянина». Мало того, что, выехав сюда в Богородск, я сначала забыл камеру, а сейчас выяснилось, что я и зарядный шнур забыл тоже, чтобы ее зарядить. Так что ищу местный универмаг, чтобы эти мои ошибки исправить. Еле нашел зарядку по приемлемой цене. Везде 700, 800, 1100 рублей. При входе в торговый центр был киоск, и там я смог купить за 300. От улицы Ленина, пройдя через рынок, мы скоро выйдем с вами на нулевой километр Богородска. То место, откуда он начался. Кабацкий пруд. Такого я точно не ожидал. Я видел множество картинок, здесь все было поросло лесом, какими-то кустами, травой. Пруд был очень грязный, в нем плавали бутылки. И я издалека увидел, его так облагородили, вы только посмотрите. Красота необыкновенная и нетронутые старинные особняки. Сейчас будем все здесь обходить. Видимо, Богородск попал в очередь по благоустройству. И очень хорошо, что под благоустройство попало именно это место. Вся технология производства кожи, ее обработки рассказана здесь, на стенде. Памятником кожевенному промыслу в городе Богородске является исторический квартал на берегу Кабацкого болота, окруженный двухэтажными домами из красного кирпича. Именно здесь находится исторический центр Богородска. Название болота пошло от кабаков, стоявших здесь ранее. Что удивительно, стояли они по соседству с храмом Рождества Богородицы, той самой первой церковью, построенный в селе, от которого село получило свое название. Болото постепенно трансформировалось в озеро. Во второй половине XIX века вдоль озера строятся, поражая стилевым единством, усадьбы зажиточных крестьян, занимавшихся выделкой кож. Для кожевенного производства требуется много воды. Этим и объясняется выбор мастерами места для проживания. В каждой усадьбе, кроме жилых помещений, имелись и мастерские, где ковалась слава Богородского как кожевенного центра Нижегородчины. Шел по улице Брагина и увидел туалеты, которые поставили, я так понял, вместе с благоустройством. Был очень рад и благодарен тем, кто их установил. Но, к сожалению, они не работают оба. Я выяснил, что на Кабацком болоте, теперешнем озере, существует прокат катамаранов. Поэтому, конечно, летом здесь намного интереснее. И даже указана схема их движения
против часовой стрелки. Хаотично ходить на катамаранах по этому озеру нельзя. Одна из первых карательных операций в Советской России прошла в Богородском. В ответ на голод, устроенный местными коммунистами, у здания, где засела местная парт-ячейка, собрался многотысячный митинг. Из здания раздались пистолетные выстрелы и даже якобы одна пулеметная очередь. Один из протестующих был убит, несколько ранено. Взломав склад с винтовками, протестующие штурмом взяли здание с коммунистами, 4 расстреляли, а главного Альфреда Юргенса запинали до смерти. Присланный из Павлова отряд был жителями Богородского разоружен. Тогда в Нижнем организовали карательную экспедицию. Большой отряд с пулеметами высадился на пристани Дуденева. Только расстрельных приговоров было вынесено 28, а первые 2 дня расстреливали по первому подозрению в участии в беспорядках. Другим дали от 5 до 20 лет особо тяжких принудительных работ. ЧК и трибунал карали прежде всего за открытый массовый протест. В Богородском состоялась репетиция множества других будущих расправ. До сих пор имя запинанного Юргенса носит один из кожевенных заводов города. С тех пор производство сократилось. Но и в советское время, и сегодня Богородск – один из центров кожевенной промышленности государства. Наследниками прошлого являются такие кожевенные заводы, как имени Юргенса, Караван СК и завод Хромтан. Делается качественная продукция, но, видимо, востребованная и недешевая, потому что встретить продукцию богородских предприятий в наших магазинах практически невозможно. Кожу местной выделки закупали и закупают предприятия Италии и других стран по всему миру. Маленький, тихий, уютный. Таким предстает Богородск при первом знакомстве. Гуляя по извилистым улочкам Богородска, поражаешься большим количеством старинных двухэтажных домов с полуподвалами. Некоторые целиком выполнены из красного кирпича, другие, по традиции, второй этаж имеют деревянный. Список памятников архитектуры градостроительства в Богородске насчитывает десятки наименований. А судьба всех культовых объектов дореволюционного Богородска печальна. Они все разрушены. Идем к бывшей усадьбе Шереметьево. Еще одна достопримечательность Богородска – место бывшей усадьбы графа Шереметьева. На этом месте искусственно выкопанный водоем с береговой линией в форме женского тела. Его называют озеро Афродиты. Возле пруда гора высотой 15 метров. Гора-то огромная. Я даже думаю, и взрослому человеку съехать оттуда будет интересно. Как мне сказали, самая высокая гора в Нижегородской области. Это грунт, сваленный в одном месте, который был извлечен при выкапывании водоема. Наверху, как тогда, так и сейчас, стоит беседка. По берегам пруда был разбит парк с редкими видами деревьев и несколько оранжерей, в которых выращивались даже ананасы к столу графа. Почему Шереметьев оставил усадьбу? Доподлинно неизвестно. Версия: повздорил с местными. Факт следующий. Парк в конце 19 века вырубили, усадьбу разорили, оранжерею сломали, а землю усадьбы нарезали крестьянам. Все, что осталось, это пруд и гора. Наступил вечер, зажглись фонари, как вы видите, даже на горе Крутушка. Глубокий минус, хотя днем было +1, и становится просто холодно и немножко дискомфортно. Если вы нажмете на кнопку подписаться и поставите колокольчик, мы увидимся с вами еще не раз. Если вам понравилась моя компания сегодня, я надеюсь не разочаровать вас и впредь.
До новых встреч, друзья. Пока-пока.